Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юля, и я рада приветствовать вас на своем канале. По традиции, конечно же, хочу поблагодарить вас за лайки и комментарии, которые оставляете под моим видео. И также хочу поблагодарить тех, кто финансирует мой канал. Я уверена, посмотрите, какая карта осознанности. Посмотрите, какие люди меня окружают, какие люди приходят на мой канал, какие люди подписываются на меня. Это потрясающее комьюнити. Девочки мои дорогие и мужчины, которые присутствуют на данном канале. Я работаю для вас. Я просто в восторге, что вот такие люди рядышком со мной. Мои хорошие, я все-таки верю, и я точно знаю даже, что Вселенная вам воздаст в разы больше за то, что вы отдаете в сторону моей работы, в сторону развития моего канала. Пускай же вам вернется в разы больше. А так и будет. А ведь так и есть. Правда? Итак, поехали. Сегодня расклад на тему по заказу. Я читаю каждый ваш комментарий, и вы знаете об этом, да. Стараюсь как-то в процессе каждого видео, где-то в середине, где-то вот когда всплывает информация о проблемная какая-то ситуация, да, и я вспоминаю тот вопрос, который вы мне задавали, я тут же его проговариваю, ответ на этот вопрос. Поэтому тоже, если хотите, следите за происходящим в наших видео, в наших раскладах. Те, кто не присоединился, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам, подписывайтесь на этот канал и смотрите, у нас весело, замечательно, магично. И сегодня, так, настроечка, и сегодня расклад на тему: серьезны ли намерения человека? Да что ж такое фокусировочка? Не хочет работать. Так, фокусируем. Так, настроила фокусировку. Продолжаю. Продолжаем. Итак, расклад на тему по заказу. Буквально вот вчера прочла комментарий. Серьезны ли намерения партнера? Давайте посмотрим, насколько серьезны намерения партнера. Загадывайте человека, подумайте о нем, вдохните, выдохните, будьте спокойны. Сейчас узнаете некоторые грани, которые можно будет раскрыть с помощью этого расклада в вашем партнере. Смотрите, девочки спрашивали меня по поводу того, что вот разные расклады с одной и той же тематикой, с одной и той же темой, как можно смотреть вот на одного и того же человека. Да? Но в любом случае, в каждом раскладе, даже смотря на одного и того же человека, вы получаете информацию с другой стороны. Граней в человеке, граней в ситуации, граней в происходящих наших событиях вокруг нас, а их миллионы, миллиарды. Вы представляете, сколько вы можете узнать, да, о той ситуации, в которой вы находитесь. И я четко понимаю, что осознанный человек из всех раскладов возьмет, из расклада, который, да, он видит, на который он пришел, который прослушивает, подсознание уловит именно те моменты, ту информацию, которая необходима будет именно для подсознания его. У меня даже в названии, вернее, в описании к каналу что-то в этом роде написано, поэтому там в потоке писала именно такое послание для вас. Вот. Поэтому понимайте, что ситуаций море, у человека граней тоже очень много. Вы узнаете его, либо себя со стороны, с другой стороны. Также могу сказать, что, девчонки, если вы загадываете одного и того же партнера, и вы понимаете, что сдвигов нет уже довольно продолжительное время, то зачем вы его загадываете? Вот мне интересно, может быть, просто вы блокируете, а Вселенная к вам стучится, говорит: послушай, вот этот партнер, о котором она говорит, тебе подходит, вот такой тебе нужен, а вы говорите: да нет, я вот загадываю на того человека, а она мне рассказывает тут совершенно другие сказки, говорит какую-то чушь, сладкую, либо горькую. Вот. А вам Вселенная говорит: вот эти моменты осторожно, да, там, где горечь чувствуется в раскладе, а вот эти моменты тебе нравятся, может быть, подойдет. Вот. А вы говорите: нет, я смотрю вот ту ситуацию, я от нее не отойду, я хочу слышать именно то, что я хочу слышать.
Вот. И такие есть у меня на канале. Девочки, я вас всех люблю. Абсолютно всех. И для всех стараюсь. Я надеюсь, вы поняли, о чем тут была речь и что я хотела вам донести. Да? Вот. Поэтому, смотря на расклад, вы можете, если вам откликается то, что происходит в раскладе, вы понимаете, что это не тот человек, на которого вы смотрите, он как-то ну совсем не соответствует, дайте вашей жизни измениться. Пускай войдет в вашу жизнь такой человек. А вдруг это тот трансформируется, что, конечно же, там 1 из миллиона шансов. Вот. Но есть 7,5 еще миллиардов людей на Земле. Из них добрая половина мужчин. И поверьте, что Вселенная приготовила вам самого лучшего мужчину. А для вас, мои дорогие мужчины, самую лучшую женщину. Поэтому, смотря мои расклады, ловите самое лучшее. Я ведь каждый раз проговариваю. Ловите из моих раскладов абсолютно всегда самое лучшее. Пускай проигрывается в ваших жизнях. И самое то, что вам не нравится, оставляйте. Оставляйте в этом раскладе, он вытерпит. Так, мои хорошие, прелюдия была аж на 4 минуты. Но я должна была ответить на вопросы. А сейчас поехали. Намерения человека будем узнавать. Давайте сначала просигнифицируем ситуацию. Сигнификация этого человека. В каких энергиях находится? Что это за человечек? По отношению к вам. Кто он? Так. Так, ну, во-первых, вижу, что человек немножечко заморочен сейчас. Есть какой-то замкнутый круг в этой ситуации. Тут я так вижу вот именно данный триплет. Что же это такое может, спросим у него, да? Что это за переживания такие? Что-то связанное с несправедливостью. Блокировка. Возможно, происходит его трансформация. Вот в этих переживаниях, вот в том, что он как раз в таких энергиях негативных находится, практически бездействуя, в 9 мечей, именно переживая чувство вины, здесь проходит действительно его трансформация очень сильнейшая. То есть его сознание, подсознание меняется на корню. Сама ситуация, окружающая мужчину, тоже будет меняться. Он понимает, что несправедливо сейчас по отношению к нему абсолютно вот именно данный момент, в котором он находится. Ситуация связана, возможно, с общением через интернет. Он понимает, что нет справедливости в этой жизни. Он блокируется, блокирует себя, блокирует свое сознание, блокирует вообще какое-то движение свое. Хотя понимает, что движение возможно, путь открыт. Так. Что еще? Да, видите, как нам говорят, что путь открыт, дорога открыта, и пора бы уже двигаться. Пора разрушать старое и начинать движение с новыми энергиями, с новой силой двигаться по жизни. Возможно, что-то касается также рабочих процессов, либо семейных процессов, либо роста. Роста в каком-то деле. Касательно чего? Касательно чего? Так, ну тут любовная тематика проигрывается. Да, смотрите. Любовная тематика. Что это нам хотели такое сказать? Кто это? Так, смотрите, у него будто бы не понимает, в каком направлении правильно двигаться, что выбрать, можно ли совместить два этих направления. Он, как пентаклевый король, старается сейчас сосредоточиться на накоплении. Сейчас в его жизни выбор между своим эгоистическим подходом, да, и движением как-то в другую сторону. Что-то касательно отношений. То есть сейчас человек в задумчивости находится, его часть жизни разрушается, идут какие-то разрушительные процессы, меняется его мировоззрение, вот буквально рушится на корню. Какие-то двери открываются, да, по тройке жезлов, но что-то закрыто для него.
по карте смерти, разрушения, да, здесь очень глобальное. То есть старое прошлое отмирает. Его это очень сильно пугает сейчас. Заканчивается этап, заканчивается именно этот этап, поэтому человек как-то, знаете, на распутье сейчас стоит. В его жизни засветила некая яркая звездочка. И вот эта звезда по имени Солнце требует пристального такого внимания сейчас. Но он пока еще не готов, он находится в своей стабильности, понимает, что нужно хоть как-то уже двигаться в вашу сторону. Но делает это довольно неуклюже. Так, что он думает о вас, посмотрим на данный момент. Его мысли о вас. Так, у меня тут аккомпанемент. Так что... Так, хорошо. Так, его мысли о вас, дорогие мои. Мысли. Мысли. Так, смотрите, ну человек видно, что романтически к вам настроен, но немножечко заниженная самооценка, я вижу, человек сейчас, когда вспоминает о вас, да, то есть мысли, конечно, о вас есть. Мысли чувственные, мысли интересные, мысли о стабильности, когда он начинает думать о вас. Но тут, смотрите, 8 кубков, говорящая о вашем отворачивании от него. То есть вы повернулись. Одну секунду. Так, хорошо. Смотрим дальше. Тут, возможно, вы как-то ведете себя довольно высокомерно. У вас какой-то свой путь, свое солнце, вы туда идете. Вот чувство у него, что его стабильность немножко пошатнулась. Как-то неуверенно он себя чувствует. Его мысли о вас. Его мысли о вас. Угу. Тут пришло осознание, что прошлое его прошлое, его немножко тянет назад. Как-то спутанные мысли у него были. И сейчас будто бы, знаете, прозрение какое-то произошло. Вы знаете, он даже может как-то понял, что вы ему по судьбе, что вы не зря встретились. Тут вот эти карты рядышком могут об этом говорить. Что вы судьбоносный партнер. Вот такие мысли у него о вас. Отлично, мужчина. А чувства? Давайте посмотрим чувства на его сторону. Вот где там в сердечке у него, что там? Что ты чувствуешь к этой девушке? Что чувствуешь к этой девушке? Угу. Смотрите, старшие арканы выходят, и карта неуверенности, оценки до сих пор как-то приценивается, не может выбрать, вот как-то по тонкому льду идет и не понимает, удержится ли, но старается. Но старается, потому что в чувствах Луна. Вы его как-то затягиваете в свою женская своей энергетикой, настолько не притягиваете, а втягиваете. Знаете, как в черную дыру попал человек и не понимает, там все, его нет. Растворился, исчез. Чувства, по сути, ну, умеренно переменчивые. Меняется очень сильно настроение по отношению к вам, меняются чувства, меняются эмоции. То затягивает, то спокойно, безразличное, да, такое вот я вижу. Здесь действительно не сбалансированность какая-то чувствуется в чувствах. А что ж такое? А почему так? Почему вот такая несбалансированность? Почему иногда равнодушие? Почему переменчивость? Почему то затягивает, то... Угу. Такой отшельник у нас по жизни. Отшельник, который уповает на судьбу. Почему? Потому что он понимает, что сейчас, находясь в этом состоянии неопределенности, ему единственное, что остается, это погрузиться в мысли о бытие, да, в свои какие-то, в свою душу заглянуть и там поискать какой-то ответ. Почему? Потому что страсть угорит в вашу сторону.
Он отшельник, который страстью горит в вашу сторону, по-другому еще скажу. Который понимает, что вот она, вот тот шанс, какая-то судьба, вот как бы не проиграть, как бы так ухватить и не знает, нужна ли вы ему, понимаете? Еще не оценил ту ситуацию. Он отшельник с огромной страстью к вам. Смотрите, на дне колоды ожидания. Вот очень долго, девочки, ждете, да, уже, наверное, пока он решит что-то, крутануть колесо фортуны. Хорошо. Давайте все-таки теперь посмотрим на его намерения, насколько серьезны его намерения в вашу сторону, дорогие мои девочки. Будем смотреть на это, да? Насколько серьезны, дорогой наш мужчина, твои намерения по отношению к той девушке, которая смотрит этот расклад. Давайте посмотрим, что нам скажут. Когда он об этом думает и намеревается вообще что-то сделать, он даже не знает, как это сделать. У него такой дисбаланс внутри, до боли в сердце. Вот какой ответ у него на этот вопрос? Какие намерения? Ну вот я хотела, зелье варит, вот четко. Знаете, будто бы уже магичит на это все, на эту всю ситуацию. Он как-то очень закрыт в данных отношениях, очень закрытая личность. Он может не проговаривать, какие-то проблемы иметь, но ничего не рассказывать вам. А здесь попытка дотянуться до вас, ему стоит каких-то странных усилий. Он вроде как и ломится в вашу сторону, но понимает, что вот неустойчивая какая-то конструкция, абсолютно. Неустойчивая конструкция, которая ведет к вам. Тот мостик, вот рухнет он и все. Но страсть есть. И желание есть. Намерение есть. Но вот ему-то от этого больно. Почему тебе больно? Ну, потому что он обездвижен, как в ловушке. Император в ловушке. А тут император может вообще указывать на то, что у него какие-то отношения есть. Возможно, отношения как семейные супруга. По сути, император это еще и покровитель. Возможно, у него есть те члены семьи, за которыми ему нужно смотреть, да, то есть покровительствовать. Быть ответственным. Дети, старые родители. Либо вообще ситуация какая-то, где ему конкретно необходимо быть вот в роли устойчивого контролера, от которого зависит все. Касательно какой сферы здесь, интересно? Победа. Ну, здесь вообще, знаете, как деятельность. Тут вообще может быть проигрываться даже бизнес. То есть, грубо говоря, бизнес остановится, даже может не бизнес, а по вот этому аркану здесь может проигрываться, возможно, очень высокая должность, может быть. Ну, либо, опять же, сфера, где он ответственен перед людьми. Смотрите, он стоит как будто бы, да, вот, и руки тянутся к нему. Он ведет за собой людей. Он может быть просто ответственным каким-то сотрудником, от малого до велика сотрудника. Но у него огромная ответственность в своем пространстве, где он находится. Вот он там, как, не то что царь и бог, он там реально играющий тренер. А вот эта ситуация и связывает ему руки. Он действительно очень волевой человек и старается как-то собраться силами, то есть собрать всю волю в кулак и что-то создавать в этой жизни. Свою энергию, все свои ресурсы направляет не в вашу сторону, а в сторону развития вот как раз вот той сферы, о которой я говорила. Вот так вот тут вижу ситуацию. Ну что ж, намерение человека в вашу сторону, пока я не вижу, что именно в вашу, но человек очень высокого полета. То есть человек, у которого есть большущая ответственность перед
какими-то людьми. У кого-то перед огромным количеством людей, да, а у кого-то хотя бы хоть какая-то там маленькая ситуация, у кого-то семья, у кого-то небольшой коллектив. Но высокая ответственность чувствуется. И это как раз и связывает ему руки, закрывает вообще от вас, то есть как ловушка какая-то. И все же, намерения в сторону девушки есть? И какие? Какие намерения в сторону девушки? Так, ну опять же, он как романтичный парень хотел бы проявляться. Намерения, смотрите, как он раскрылся. Серьезные намерения в вашу сторону. Да и по сути, по этим арканам, которые выходили, абсолютно все говорят о том, что стойкость его духа, как бы отношение к жизни, манера поведения в жизни, она говорит о том, что этот человек, ну, готов проговаривать о намерении только когда понимает, что исполнит это намерение. Сейчас у него на исполнение данного намерения нет ресурсов, ноль ресурсов. А может, они есть, но он не знает, вот, допустим, как добраться до них. Опять же, ситуацию мы только что раскрыли, да, возможная одна из. У кого-то может проиграться вполне. Поэтому ему остается только рыцарь кубков, когда он просто может рассказывать, либо проявлять, либо хотя бы намекать о том, что у него есть чувство к вам. Вот такие намерения. Ну, а десятка пентаклей сама за себя говорит. Он хотел бы иметь такие намерения, но говорить об этом пока не намерен. Не намерен, потому что нет ресурсов. Ну, как бы мне показывает, что он человек слова. Как у вас отыграется, девчонки, пишите в комментариях, что именно срезонировало, а что нет. Хорошо, а давайте посмотрим, все-таки действия какие-то будут и какие в вашу сторону, какие действия будут. Какие действия будут. Так, ну пока смотрите, четверка. Угу. Очень интересно. Хочу объяснить. Вы знаете, он мне говорит, что бездействие приведет его к паре. Он как бы интуитивно понимает, что вы будете вместе. А вас он видит ведьмочкой, которая и так сделает, что вот как-то наколдует. Ну, это я шучу, конечно. Но по сути он верит в вас, как в ту, которая видит больше, знает больше и понимает, что вы ему нужны. Но в действиях пока нет действий вообще. Тут вот какая-то блокировка, здесь отстраненность, здесь вообще какая-то борьба идет. Здесь по большей части изучение самой ситуации, оценка ее и понять, да, вот как действовать возможно, нужно ли действовать. А может, бездействие приведет к тому, что вы будете вместе. Так, как ты намерен действовать, парень? Скажи, пожалуйста, может, немножечко позднее. Что же это так? Бездействие приводит, ты будешь действовать. Так. Ну, он как-то ресурсно хочет прийти к вам. Когда будут ресурсы, денежные, устойчивое положение, время, ресурс, да, довольно-таки ценный. Вот тогда он говорит о том, о любви. Пока он в ситуации, вот отношения на паузе. Вот такие намерения. И вы это интуитивно считываете, вы давно это понимаете. Но смотрите, он-то видит вас парой. Его намерения и его действия будут нацелены все на то, чтобы эта пара состоялась. Вот как-то так он говорит об этом. Он думает, что так и будет. Так, девочки, что он говорит? Пока нет решительности, пока нет даже возможности, но уже поглядывает в ту сторону, когда он наберется сил и за плечами будет конкретный багаж необходимого всего, он не может, как шут-дурак, он говорит, я не могу так рисковать, у меня должна быть устойчивое положение, все при мне,
Вот, и как улиточка я тогда со своим кубком, весь в ресурсе, излучающий из сердечной чакры энергию, необходимую для построения каких-то любовных отношений, правильно вкладываясь в отношения, вот тогда я смогу прийти. Хорошо, девочки. А как ты будешь проявляться? Покажи, пожалуйста, как? Как ты будешь действовать? Как ты готов действовать? Как он будет действовать? Так. Так. Ну, опять же, нам все-таки говорят о том, что вот, ну, опять, закрытая карта идет, потому что он понимает, что надо все-таки достичь этого короля Пентаклей. Как он будет действовать? Он уже нам, знаете, как раскрылся? Я уже, говорит, и так вам много рассказал. Посмотрите, я уже сказал, что я хочу с ней пару. Я хочу какой-то, ну, решить проблемы с сердцем. Дай Бог, чтобы сердце было здоровое, да, а сердечные какие-то боли убрать, которые нанесены, возможно, разлукой с вами, возможно, отношениями с другой женщиной, да, то есть вот это все, говорит, в ресурс соберу, как солнышко, могу заявиться к ней победителем, порешав все проблемы у себя в мире. Четко представляет, цель есть. Но есть и препятствия, понимаете? Возможно, даже есть люди, которые мешают этому. Хорошо, дорогой мужчина, не будем мы тебя мучить. Ты, правда, нам рассказал уже все, что мог, все, что могли, выжили. Так, давайте посмотрим все-таки итог. Да? Итог на ближайшее время. Загадывайте свой срок, ну, наверное, не меньше месяца, больше лучше. Там до 3-4, вот как-то так. Ну, смотрите, сами, конечно, у кого, может быть, быстрее события развиваются, у кого медленнее. А кто-то просто посмотрите, какой будет итог, не загадывая. Высшие силы распределят время правильно. Все случится тогда, когда нужно. Итак, итог. Итог этих отношений, что может быть. Смотрите, перерождение. Человек будто бы заново родился. Смотрите, молодой, красивый, умный, шикарный мужчина, мечевой, да, согласна, но так мечевой он вышел, знаете откуда? Скорее всего, через боль в сердце, но практичный, несущий что-то вам, возможно, подарок, возможно, вообще какое-то серьезное предложение, то есть твердо стоящий на ногах. А в этой колоде вообще рыцарь здесь идущий, твердо идущий, а за ним посмотрите, сколько пентаклей. То есть вот когда, помните, я говорила, что когда за спиной будут вот те ресурсы, вот эти все ресурсы он все-таки тащит за собой. Они за ним сами идут. Шикарнейшая карта, просто шикарная. Вот сколько пентаклей у него. Вот такой вот классный, умный и разумный мужчина, переродившись полностью, все-таки в эти отношения хотел бы вступить. Перерождение будет его. Все смотрим, конечно же, в ракурсе ваших отношений. Может быть. Все может быть. Итог, отношения перерождаются. И вы знаете как? Благодаря ему. То есть он принимает большое участие в этом. Итог. Смотрите, ускоряются события. Ускоряются события. Тут по всем картам они ускоряются. Все три аркана такого, знаете, мощного энергетического посыла. Тут вообще, знаете, как мозг работает на всю катушку. Здесь вот пятки у него, знаете, вот на пятках прописан как-то двоичный код. Вот этот двоичный код, красная подошва, говорящая о том, что тут сумасшедшая сила мысли, ведущая его прямо к цели. То есть он точно добежит. Тут злость, тут расчет, тут трезвый ум. Вот опять же, тут, знаете, как компьютерный мозг у человека. Когда он включает все свои ресурсы мозга, да, для того, чтобы достичь цели. А кто эта цель? Смотрите. Оп. Прикольно получилось. Вот такие вот волшебства, девочки. Прийти победителем и ускорить процесс после перерождения. А вот такая пара у нас возникла. Вот такое волшебство творится у нас на канале. Поэтому, если не подписались, быстренько подписывайтесь. Чтобы не пропустить, ставьте черненький колокольчик, смотрите расклады в удовольствие, берите самое ценное из каждого расклада, оставляйте все негативное вот здесь,
в этом раскладе, пускай сожжется и исчезнет, а лучше трансформируется во что-то хорошее. А я, мои хорошие, хочу с вами попрощаться. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.